Всем привет. Сегодня у нас расклад твои следующие отношения, кто в твою жизнь придет, как связь сложится. И сразу говорю, расклады на этом канале, если ты впервые смотришь, без вот этих розово-сопливых иллюзий. Как карты показывают, так я и говорю. И сразу скажу, потому что не знаю, да, какие карты выпадут. Хорошие, плохие. Хороший мужик к тебе идет, плохой. Карты к вам мужиков не притягивают. Они только считывают твое пространство. Понимаешь? То есть, если мужик плохой, это не карты виноваты. Очень сильно не карты виноваты. Какого притягиваешь, притянешь точнее, того и покажут карты. Итак, сразу говорю, плохие карты хорошо, но то, что они положительные, тебе там принц приедет, я не буду читать. Как карты еще раз показывают, повторяю, так все и будет. Итак, давайте посмотрим. Единички. Первая карта — это сигнификация, остальные парно читаем. Почему ты сейчас без пары? А все просто. Ты одна, потому что сама создала стену между собой и отношениями в принципе. Ты королева Пентаклей, у тебя все под контролем. Работа, деньги, дом, стабильность, все приземлено. Ты решила, вот сначала нужно построить там жизнь себе идеально, а уж потом пускать кого-то внутрь в свою жизнь. Твоя квартира сейчас — это твоя крепость. График у тебя по секундам расписан, любое вторжение тебя бесит. Понимаешь? И ты все под корень режешь. Ты каждого мужика анализируешь как вот проект. Что он принесет, не опасен ли он, вдруг он мой покой нарушит. Шансы не даешь даже вот, как сказать, симпатичным мужикам. Потому что у тебя страх потерять контроль над своей жизнью. И он сильнее желания, чем с кем-то быть. Ты сама себя в клетку сейчас загнала. Вот этой идеальной независимости. Теперь ты боишься из нее выйти, даже если внутри ты тоскуешь по вот этому теплу человеческому. Пока не научишься отпускать гиперответственность, будешь одна спать. Это неплохо и не хорошо, не думай. Это просто твой сознательный выбор вот здесь и сейчас. Кто этот человек, который на пороге? Ну, знаешь, этот мужчина, он, вот так сказать, ходячий человек принципов. Он уже рядом, и это не мягкий романтик, это боец. Этот мужчина, он привык драться за свои убеждения. Он или юрист, или вот какой-то правозащитник, или вот тот, кто на работе вечно с начальством спорит. И он к тебе не с цветами идет, а с готовностью отстаивать то, что во что верит. Знаешь, вы связаны кармически. Может, вы там пересекались в прошлых жизнях в конфликте. А сейчас все встанет на свои места. Он прям появится именно тогда, когда тебе понадобится защита. Может, тебя там уволят несправедливо, или соседи устроят скандал. И он, знаешь, он не будет играть в игры. Он сразу встанет на твою сторону. Но осторожно будь. Он жесткий, он бескомпромиссный. Его принципы — это его религия, я бы сказал. И если ты хоть раз предашь свои ценности, он, как говорится, развернется и уйдет, не оглядываясь. Как встретите, что вас сразу свяжет? Ну, вы лбами еще столкнетесь. Это
как сказать, пятерка жезлов — это не милая встреча в кафе с розовыми соплями и так далее. Это настоящая драка. Вы, скорее всего, окажетесь или соперниками вот на тендере, в спортивной игре, в споре из-за там парковки. Вы оба упрямые, как ослы. И он свою правоту будет доказывать, ты свою. Будет громко, эмоционально, возможно, даже оскорбительно, но тут дело вступит вот это колесо фортуны. Внезапный поворот. Скорее всего, ваш общий враг, из-за которого ты его встретишь, он подставит вас обоих. И вы узнаете просто, что боретесь за одно дело. И тут вы уже не враги, а союзники. И вас вот свяжет как раз адреналин вот этой схватки и понимание, что вы одинаково яростно отстаиваете то, что важно. Это не романтика, нет. Этот огонь, но этот огонь вас и зажжет. Только не пытайся сразу из этого сказку строить. Нет, на этом этапе вы будете просто вот два бойца, которые нашли общий фронт. И ничего более. Как ваша связь сложится и что принесет? Ну, знаешь, все будет ярко и разрушительно. Рыцарь жезлов — это вот страсть, импульсивность, огонь в постели, поступки безумные. Он будет тащить тебя, вот как говорится, в поход по жизни без подготовки. У вас будут разговоры ночные, поездки спонтанные. Но по пятерке кубков, знаешь, это слезы и разочарование. Ты быстро поймешь, что за его напором нет глубины. Он не умеет слушать, когда ты плачешь. Он не готов к бытовухе, к рутине, а его принципы, они окажутся важнее твоих чувств. Он отпуск сорвет, потому что нужно спасать там свой какой-то проект. Выберет дело вместо того, чтобы к твоей маме поехать. Тебя ждет момент в будущем, когда ты просто осознаешь, что ты для него вот еще одно сражение, а не главный приоритет. Расставание будет горьким. Ты будешь долго себя винить за то, что повелась на его вот этот напор. Но зато вот эта связь, она научит тебя отличать страсть от настоящих чувств. После него ты уже не позволишь себе вот бросаться в омут с головой. То есть он принесет урок. А как по-другому тут сказать? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка. Почему ты сейчас без пары? Ну, знаешь, тут дело в том, что ты сейчас одна, потому что ты намеренно, осознанно строишь жизнь как крепость. У тебя все хорошо, работа есть, финансовая независимость есть, квартира в порядке, хобби, доход какой-никакой приносит. Ты как кошка, которая гуляет сама по себе. Сама зарабатываешь, сама отдыхаешь, сама проблемы свои решаешь. И это хорошо. Но подвох есть. Ты вот подсознательно боишься, что отношения разрушат весь вот этот твой уклад жизни. Ты не готова делить пространство, время, энергию свою на кого-то еще. Зачем тебе кто-то, да, если ты сама себе шубу можешь купить или билет на Мальдивы или еще куда. Но только по вечерам тоскливо, да? Но ты это все глушишь новыми названиями, новыми курсами и так далее. Ты себя убедила, что одиночество — это вот осознанный выбор успешной женщины. Хотя на самом деле просто панически боишься доверять. Всех отшиваешь, даже нормальных, потому что думаешь, не тот момент, я еще не готова. Пока ты не признаешься, что вот за этой самодостаточностью скрывается страх близости, ты так и будешь, как говорится, одна спать в своей шикарной кровати звездочкой. Так кто этот человек-то? Ну, знаешь, это мужчина в глубоком кризисе.
Он сейчас вот загнанный зверь. По кредитам долги, на работе крах. Только что из-за отношений токсичных вышел. Его вот этот тонус жизненный, он сейчас на нуле. Он вечно ноет, что все пропало, мы все умрем, пьет свою эту плохую штуку в одиночестве и в стену смотрит. И, скорее всего, вы уже пересекались. Он или вот сосед какой-то, или старый знакомый давнишний. И прямо сейчас он в таком финансовом, как сказать, вот говне, извини меня за выражение, что даже квартиру могут отобрать. А морально он вообще раздавлен весь. Но опасность тут в другом. Он увидит в тебе спасательный круг. Вот эта твоя стабильность, твой успех, это его привлечет, но и одновременно это его и унижает. Он тебя грузить своими проблемами будет, жаловаться на то, что мир к нему несправедлив. И смотреть на тебя глазами шрековского кота вот этого. Понимаешь? И да, под этой маской несчастного страдальца скрывается огромное эго. Он привык, что женщины за него все решают. Тебе придется быть сиделкой, не только сиделкой, и психологом, и спонсором, и все это в одном флаконе. Если впустишь его в свою жизнь, конечно. Как вы встретите, что вас свяжет? Ну, знаешь, или в больнице, или в клинике встретитесь. Он или кого-то навестить придет, или сам туда, и будет, знаешь, вот как глупая ситуация. Когда ты там что-то сделала с собой, ну, нормально, да, там ногу подвихнула, а он с похмелья. И поначалу ты даже не заметишь, будешь уставшая, будешь без макияжа, но он вот начнет, как говорится, тебя увидит, скажет, вот, душу начнет изливать, расскажет, собака умерла, друг предал, уволили. Ты вляпаешься, потому что ты в этот момент сама будешь эмоционально оголена. Потому что у тебя тоже вот за матерью ухаживаешь и так далее и тому подобное. И твоя защитная броня трещину даст. У тебя включится мамочка, и начнешь его жалеть. Опасность в том, что он сразу врать начнет. Скроет настоящие причины долгов, приукрасит прошлое, там скажет, что вот это токсичное его отношение, это вообще она его всего обобрала до нитки. И он будет манипулировать твоим сочувствием, а ты будешь тешить свое эго ролью вот этой благодетельницы. Мамочка включится. Как сложится связь, что она принесет? Ну, знаешь, сначала вспышка будет. Ты купишься на вот эти его истории про несчастное детство, про потенциал нереализованный, то, что его жена бывшая, все этот, как сказать, ноги об него вытирала. Начнешь долги его оплачивать. Устроишь на работу через знакомых. Купишь ему даже ноутбук новый, чтобы он там самореализовался как-то. Он даже поначалу будет тебе завтрак в постель носить и стихи писать. Но это ровно до того момента продлится, когда ты вот попросишь его найти работу. А тут выяснится, что он и кредитку свою уже опять распихал, и с друзьями бухает, и флиртует с коллегой своей. И ты его попробуешь опять снова спасать. Окапаешь, купишь там ему все, что надо. Но, знаешь, это приведет только к унижению. Он сравнивать тебя с бывшими начнет. Назовет тебя там стервой с деньгами, извини меня за выражение. Потом попросит прощения через слезы, и цикл повторится вот так 3 раза. В итоге ты просто потеряешь 2 года жизни, много денег и веру в людей. Но зато есть всегда но. Ты поймешь, что за твоим желанием спасать это просто страх настоящей близости. Это будут отношения с жестким уроком. Перестань быть нянькой для неудачников, для мужиков. И займись своими нерешенными проблемами. Все просто тут.
Давай перейдем к третьему варианту. Троечки, почему ты сейчас без пары? Ну, знаешь, дело в том, что ты сознательно в прошлом застрял. Как будто ногой в цемент влипла. Ты до сих пор пережевываешь старые обиды от бывшего, который тебя унижал, который тебя обесценивал. Ты птичка, которая боится из клетки вылететь. Даже после того, как эту дверцу клетки открыли. Потому что ты помнишь, как больно было, да, с этим мужиком. И тебе кажется, что если ты кого-то в жизнь пустишь, то снова ад начнется. То есть контроль, скандалы, предательство, и поэтому ты намеренно всех отшиваешь, кто пытается к тебе приблизиться. Свидания отменяешь, там я работаю, я занята. Сообщения игнорируешь. Выискиваешь в каждом недостатке, это прям твое. Ты не готова к отношениям, нет, ты сама себе врешь, что, чтобы вот оправдать вот этот страх снова, как говорится, по зубам получить. И пока ты не выплюнешь вот этот ком из злости, из недоверия, даже, как сказать, к самому классному и доброму парню, то никому не прорваться через твои колючки. Ты сама стену строишь, кирпичик за кирпичиком, а потом жалуешься, что тебе одиноко. Кто этот человек? Ну, это авторитетный мужик. С языком острым, с железной хваткой, что-то вроде твоего начальника. Понимаешь? Он из тех, кто рушит шаблоны. Он в лицо тебе скажет, что твоя вот эта независимость — это просто страх, это твои сарказмы, а вообще броня слабая. Играть в игры он с тобой не будет. Но и не станет топтаться вокруг да около. Этот мужчина, он как ураган. Разрушит твое вот это уютное одиночество и вытащит, как говорится, на свет тебя. Все твои замки, щиты, броня и прочая вот эта ерунда, она разрушится. Сначала возненавидишь ты его за прямоту, потому что он тебе правду скажет о тебе. Даже когда тебе вот захочется сбежать, как говорится, под одеяло от вот этого привидения, так скажем, да, он тебе будет правду резать. Извиняюсь. Он твои розовые очки, в общем, разобьет и скажет: вот, хватит ныть, пора жить. И вот именно его бескомпромиссность, это и будет вот этим, как сказать, топором, который разобьет панцирь твой. Как вы встретите, что вас сразу свяжет? Ну, нейтральная территория, типа, знаешь, корпоратив, праздник какой-то. Ты в платье, которое 15 лет выбирала. А он вот сходу заявит, что там, как сказать, ты выделяешься. Ну, не так, а вот как сказать-то. То есть ты будешь выделяться на фоне других женщин на этом корпоративе. И запомнили вы друг друга не по любезностям, нет, а по спору, где он назовет просто твою позицию детским садом, а ты его там еще как-то обзовешь. Но вот все разойдутся, вас затянет в разговор, причем до утра. В друг друге будете рыться, как вот в старом, как называется-то, забыл, чемодане. Не чемодане, а где клад лежит, в старом сундуке. Он твои страхи вытащит, ты его старые шрамы в этом разговоре вытащишь. И вот в этот момент, когда вы поймете, что нашли того, кто не боится смотреть в бездну, и вот свяжет вас. То есть не романтика, а вот это чувство, что друг друга насквозь видите. Со всеми синяками, костылями, шрамами и скелетами в шкафах. То есть вы как бы поймете друг друга. Как ваша связь будет?
Но эти отношения, знаешь, они не розово-сопливые, нет. Сначала, да, там вот это все, но потом синяки, царапины, моменты, когда хочется сдаться. Но именно он заставит тебя перестать бегать от правды. Выяснится, что вся твоя вот эта уверенность — это просто показуха, а его резкость — это просто броня от боли. И вы будете так ругаться, что соседи полицию будут вызывать. И мириться будете, что забудете, чего вы вообще спорили. То есть он в твою жизнь, как сказать, с кувалдой вломится и все с ног на голову перевернет. И кредиты закроет, которые ты скрывать будешь, и вытащит тебя, как говорится, как сказать, в отпуск. Ты будешь сопротивляться, вот как у меня Барсик в душе сопротивляется. Но через год, знаешь, ты поймешь, что он единственный, кто не дал тебе снова закопаться в своей зоне комфорта. И когда ты скажешь «да», то это будет не сказка, это будет, как говорится, договор двух солдат, которые прошли через боль друг друга. Да, нет сегодня розово-сопливых историй, ну, а как вы хотели. Расклады без иллюзий и без розовых замков. И всегда помните, что дед всегда рядом.